Дорогие, приветствую всех. Включайте у себя связь. Скажите, как меня слышно? Хорошо? Помашите рукой. Отлично. Приветствую всех из разных уголков нашей планеты в это переходное время, которое длится уже достаточно долго. И как разные циклы имеют свое время. И эта встреча посвящена, я расскажу о семинаре, который будет продолжение, то есть который был в предыдущие субботу-воскресенье, и будет следующий 2-3 числа. То есть он может быть как индивидуальный, как и продолжение того семинара, который мы проходили в прошлый раз. И он посвящен тому, как раз продолжению, как мы проживаем эти циклы. И немножко еще чуть-чуть расскажу о циклах. То есть у нас есть вдох-выдох, у нас есть день-ночь, у нас есть весна, зима, лето, осень. Весна, лето, осень, зима. Смотрите, как разная динамика. И вот как раз мы можем тоже застревать в каких-то циклах и не понимать, как их проживать. И у нас есть все время рождение и смерть. Смерть и рождение. И смерть как на уровне дыхания — это быстрое. То есть, допустим, на уровне идей, представления, когда у нас также приходят какие-то идеи, представления, то есть они могут приходить, и мы можем их реализовывать, а можем не реализовывать. И точно так же, как, допустим, ребенок приходит, но не рождается, он уходит на каком-то этапе. Также и все процессы, которые мы можем проживать на разных уровнях. То есть это на уровне отношения с собой, отношения с Богом, отношения с людьми и отношения с социальными структурами. И когда мы не понимаем эти принципы, не понимаем эти законы, не понимаем, как их проживать осознанно, эти циклы, то мы можем застревать в том или ином цикле и не делать переход. То есть элементарно, допустим, если женщина была беременна и был ребенок, и ребенок рано ушел, то есть, может быть, еще либо внутри, либо при рождении, то женщина может застрять в этом опыте, в этом переживании смерти, боли, вины, осуждения, разочарования и бессилия, что не сможет перейти дальше как раз в то состояние, когда нужно принять этот опыт, прожить эту потерю, прожить, что это не случилось, этот ребенок не проявился, и отгоревать это, но при этом отпустить и дать себе в новый вдох, в новый выдох. Также, естественно, не застрять в каких-то переживаниях, чувствах, болях, которые мы можем испытывать, когда что-то не случилось. Или в данном случае это связано с ребенком,
то боль, разочарование, потерянность может остаться в состоянии души и, соответственно, переформатироваться на верование. И что со мной что-то не так, что я недостойна, чтобы быть матерью, либо у меня недостаточно сил, там, возможностей, либо я недостаточно светла, либо я недостаточно божественна. То есть там может быть такой огромный спектр, который разворачивается на этом опыте. И вот как мы проходим вот этот опыт тяжелый, сложный, когда то есть мы что-то не могли реализовать по разным причинам. Это может быть внутренние причины, это может быть внешние причины, это может быть причины также своего состояния тела. Естественно, то есть когда мы что-то не можем делать, когда что-то не получается, что-то может умирать на самом зачатке, будь то рождение ребенка, будь то рождение каких-то отношений, проектов, событий, что что-то не случается. То есть мы можем надолго застрять в этом коридоре. Вот коридоре не только смерти, но горевания. То есть мы как бы не прогоревали, не прожили это и отпустили. То есть мы это держим. Мы держим этот опыт, и в итоге то есть он повторяется. И, допустим, ситуация, если брать снова обратно с рождением ребенка, что женщина может второй раз забеременеть и прожить тот же самый опыт. Потому что сознание, душа, тело не вышли из той ситуации, из той событийности. И это касается абсолютно всего. Это касается абсолютно всей динамики, когда то есть идет какое-то рождение чувств, состояний, образов, эмоций и событийности. Допустим, когда эта событийность завершается. И то есть как мы это понимаем, как мы это проживаем, как мы осознанно проходим эти процессы на уровне души, на уровне тела, на уровне сознания, на уровне энергии, на уровне мыслей, образов, на уровне верований, то есть который может зафиксироваться в том опыте, который мы проходили. И вроде бы, как бы тема, она настолько базовая, как есть человечество, и есть эта тема. Но каждый раз, когда мы проходим свой какой-то индивидуальный опыт, мы попадаем в какие-то ситуации, в какие-то событийности, которые, может быть, мы не могли пройти ранее. Может быть, в этой жизни, может быть, в предыдущих жизнях. И тогда мы прокручиваем этот сценарий достаточно долгое время. И я и хотела дать продолжение вот по практике, по перепросмотрам вот этих циклов, на каких циклах, каких событийностях, опытах застряло наше сознание. И что сформировано было, какие идеи, представления, сценарии, которые прокручиваются в нашей жизни. И как перейти в другой цикл также осознанно. То есть как не нести из того прошлого опыта все то, что мы проживали, но мы не могли трансформировать, исцелить и выйти из этого. И на примере женщины, как отпустить ту боль, тот опыт потери ребенка. И
перейти в новое качество, выйти из осуждения, выйти из вины, выйти из того, что мы поставили себе запреты на том, что я больше никогда не буду иметь детей, либо я больше никогда не буду иметь отношений, в которых есть любовь, доверие, либо я никогда не буду иметь отношения на каких-то масштабных уровнях с народом, национальностью, человечеством. И эти вопросы из жизни в жизнь у нас они проявляются в той или иной ситуации, в той или иной событийности. То, что происходит с нами сейчас, то есть вот это ускоренное время, сложные, тяжелые, трагические события, они еще больше поднимают все эти старые опыты, которые мы когда-то не прошли. И даже если, допустим, я делала практику на завершение каких-то процессов, на завершение каких-то циклов, то вот этих уровнях, которые проходит наша душа, их очень-очень много. И если мы проживаем в этом времени очень тяжелые, сложные переживания, и мы попадаем в страх, боль, разочарование, значит, в этот этап всплывает какой-то из глубинных уровней нашей души, которую мы ранее не проходили. И в который мы не осветили сознанием, осознаванием, осмыслением и завершением каких-то древних сценариев, которые больше не служат нам, которые больше не служат эволюции нашей души, которые больше не служат в том, чтобы мы были в осознанности и свободе. И поэтому я сделала эти два семинара. То есть первая часть, другая часть продолжения и перепросмотра на других уровнях того, что нам нужно завершить, того, что может подниматься сейчас в эти периоды, в эти этапы в нашей душе. И тем более то, что касается не только нас индивидуально, то, что касается и определенной национальности, и народной истории, человеческой. То есть и даже если мы думаем, что мы не проживаем как коллективную судьбу или коллективные сценарии, как нам кажется, то есть это иллюзия. Мы можем только пересмотреть эти уровни, как мы проживаем на всех уровнях, насколько мы осознаны в этих уровнях, насколько я действительно проживаю из своего духа, из своей свободной воли то, что сейчас происходит. Либо я вышла сейчас на этот уровень или вышел, то есть потому что настолько сильно ситуации проявились в моей жизни, и то есть они сотрясают меня, они сотрясают мою жизнь, что мне нужно развернуться в это пространство, вот этих связей, как связи рода, как связи национальности, страны, как связи человечества. И как из завершения циклов переходить на новые уровни. И как ранее я говорила, что, естественно, очень многое сейчас меняется на Земле. И завершаются какие-то формы, способы жизни,
структур, систем, которые раньше были, и они сейчас завершаются, они уходят. И происходит переформатирование. То есть это переформатирование в пространстве Земли, оно будет активно происходить с каждым днем, месяцем, все активнее. Но вопрос, то есть каждого из нас, то есть как я проживаю эту событийность, как я проживаю свою личную историю, как я проживаю родовую историю, как я проживаю историю страны, историю человечества. Потому что если мы себя помещаем как бы только в какую-то тему, что я принадлежу этому роду, это иллюзия. То есть я принадлежу этой стране, это иллюзия. Это как, знаете, как разные одежды. Разные одежды, которые то есть, нам нужны и важны, чтобы мы прожили определенный опыт в этой системе смыслов, верований и событийности, кармы. Также, естественно, в каждой стране, то есть помимо есть родовая карма, есть карма страны, и есть карма человечества. И на всех уровнях мы проживаем эти события. Но если мы смотрим только в очень маленькую систему, или, допустим, мы бесконечно делаем практики родовые, нам кажется, что у нас случится гармоничная жизнь, но это относительно. То есть мы можем какие-то задачи решить, но мы не можем, допустим, решить все причины, потому что их там нету. Потому что они могут быть причин на системы страны, потом системы планеты. И мы все взаимосвязаны с этими системами, так или иначе. Вот поэтому мы будем проходить эти практики перехода и практики пересборки. То есть как этот опыт, который мы проходим, сложный, тяжелый, болезненный, роковой, его можно интегрировать настолько, насколько возможно сейчас, в этом времени. И это не означает, что то есть наша жизнь станет какой-то идеальной, замечательной, и все будет в гармонии, и все будут счастливы. Нет. Но как можно переформатировать осознанно, настраиваясь еще раз своим высшим смыслом и замыслом, который есть на уровне нашего духа, на уровне световой природы. Как душа может пройти эти опыты, не опускаясь вниз, а дать себе возможность подняться наверх. Вот, поэтому через практики мы будем проходить, осознавать наши связи очередные, завершать негативные сценарии или завершать те связи, которые, может быть, много времени находились на бессознательном уровне, и они не дают больше движения в нашу эволюцию, в развитие, в перехождение осознанное, зрелое, мудрое. И как поддерживать себя в этих процессах, сложных, тяжелых, непростых, как переформатировать свое тело, как переформатировать свое сознание в другие скорости, в другие ритмы, которые мы сейчас проходим и будем проходить. И знаете, как собирать себя заново. И
какие-то части пересборки творятся вне нашей способности нашего ума и тем более нашей личности, а пересборки другого порядка, то есть где участвует божественная сила, где участвуют основные божественные структуры. И мы можем тоже, допустим, когда, если мы посмотрим в прошлое, то прохождение изменений в нашей жизни, каких-то событий, то есть давайте берем сложные события, то интуитивно мы ощущали, что это происходит, но не понимая, как это происходит. Особенно, когда завершается какой-то один цикл, и мы не знаем, что будет дальше. Потому что то есть, будущее, оно будет переформатироваться по-другому. И если мы вспоминаем, то есть мы могли не знать, мы могли переживать вот этой неизвестности, прохода этой неизвестности. И приходили мысли, что это как-то будет, может быть так, может быть так. То есть мы примерно собирали какую-то реальность, картинки реальности будущего, но когда, допустим, мы проживали реально, то есть будущее, жизнь, которая двигалась, она двигалась в каких-то совершенно других разворотах, не в тех, которые мы могли себе представить ранее. Но даже если у нас были переживания страха, потерянности, всех разных чувств, состояний, но когда мы успокаивались, когда мы доверялись Высшему, когда мы доверялись нечто большему и себя внутри, и Вселенной, то мы ощущали, чувствовали, то есть какое движение нам нужно делать. И мы не могли объяснить это логикой, мы не могли объяснить это какими-то другими смыслами. Это интуитивное движение. Вот. И то есть, вот этим примером, который мы проживали, я думаю, что мы все проживали вот этот опыт. То есть когда у вас не было ясности понимания и ментальных идей, представлений, то, пройдя этот опыт, все разворачивалось неизвестным способом, но действительно гармоничным способом, особенно когда вы слушали свой внутренний голос, вы слушали пространство духа, божественного сознания. Вот. И точно так же у нас происходят вот эти процессы, что когда идет новая пересборка, и мы участвуем в этой пересборке, что там нам может быть вообще непонятно и неизвестно, как из нашей личности или как из личности ума. Но интуитивно мы чувствуем, куда нам двигаться. Интуитивно мы ощущаем вот это движение. И хотя оно может быть совершенно не похоже на то, что у нас было ранее. И вот эти связи, вот это состояние настройки нам очень важно, очень необходимо вот в этих циклах перехода. И также я хочу дать медитацию, когда мы выходим в пространство духа за пределы тела, когда мы видим из другого состояния о себе, о жизни. То
то есть за пределами смерти, потому что самый большой страх парализации, скованности — это страх смерти. Страх привязанности, что то, что к чему мы привязаны, разрушается, но это тоже та же часть смерти. Но когда мы выходим за пределы нашего тела, за пределы личности, и видим это пространство, видим из этого пространства событийность, то огромное количество страхов, переживаний, напряжения уходит, растворяются. И вот в эти периоды, в эти этапы нам важно увеличивать эту способность смотреть не со своей личности, не смотреть не только из пространства тела, а из пространства духа, из пространства души. И видеть, что действительно нужно сделать в это время, что необходимо, что вообще не имеет смысла. И также, когда мы смотрим из этого пространства, то почему мы боимся еще смотреть? Потому что мы начинаем видеть картину, какова она есть, и многие иллюзии разрушаются, и многие желания или мечты тоже могут рухнуть, потому что мы видим, что они нереальны. И это похоже, как когда ребенок не хочет взрослеть, потому что он хочет верить в какие-то свои сказки, какие-то свои идеи. И это очень болезненно. То есть видеть событийность, видеть то, как есть, и с какими-то нам нужно попрощаться мечтами, идеями. То есть те, которые были из какой-то нашей личности, и, как правило, то есть те мечты, они могут быть не из пространства нашей души, а из личности, которая что-то не получила. Там, где есть голод, жадность, там, где есть недостаток любви. Но когда мы проходим в пространство духа, мы соединяемся с этим измерением любви, потому что это одно измерение. И в этом состоянии мы видим себя целостными, и в этом состоянии мы обнаруживаем, что у нас нет недостатка. И все недостатки, и весь голод, и вся жадность, она есть только на уровне личности. Либо тех непрожитых, нетрансформированных опытов, которые мы проживали. Мы не смогли это исцелить, мы не смогли это трансформировать и интегрировать. Вот поэтому следующий семинар будет посвящен этим практикам, проходам, перепросмотрам и видению того, что действительно, как можно проживать сейчас это время, увидеть гораздо шире, увидеть более масштабнее, объемнее и себя, и свой путь, и событийность. И, конечно, то есть это страхи увидеть что-то, что нам не нравится. Почему мы многие не видим реальность, потому что мы боимся видеть, потому что многое, что абсолютно нам не понравится. Но когда мы начинаем видеть реальность, тогда мы действительно можем формировать свою жизнь верным движением. И тогда мы можем вкладываться в что-то действительно очень важное, нужное,
то, что нужно действительно в этот период жизни, в это время. И отбросить какие-то идеи, какие-то планы, которые мы могли лелеять, которые мы могли мечтать, о которых, что вот я сделаю это, я сделаю то, но в реальности это, может быть, не имеет вообще значения. Вот. Это об одном семинаре. И о следующем семинаре «Высшие способности и связь с природой» я планировала его в Светлогорске, даже не в Светлогорске, а на Курской косе. И так как сейчас событийность измененная, и, соответственно, также я поменяла эти планы. И этот семинар один из высоких передач знаний, где мы выстраиваем знания о природе, о связи с Землей, о связи с царствами Земли, кристаллов сознания, минералов, растений, животных. То есть как мы можем с этими уровнями взаимодействовать, общаться с их сознанием, выстраивать вот эту связь. Обычно все время сейчас очень много посвящено только выстраиванию родовых историй, но всех остальных семей мы не выстраиваем. Вот. И для меня это очень важно также выстроить связь с семьей, царством природы, сознанием кристаллов, сознанием минералов, растений, деревьев, животных, насекомых. И это тоже наша семья, которую мы по разным причинам забыли, что это тоже наша семья. И, естественно, у тех, у кого есть животное, вы все очень хорошо знаете этот опыт, что ваши животные становятся частью вашей семьи, и они вас многому учат, вы их многому учите. И порой мы гораздо можем большему научиться вот у этих семей, как состраданию, сочувствию, пониманию, чем даже у людей. И огромной мудрости, огромным знанием, которые мы по разным причинам не используем и не обучаемся. То есть этих знаний нету в школах, институтах. И если, может быть, ведущие люди, которые знают, как общаться с природой, как слышать ее, как понимать ее, то есть тогда мы, естественно, этих людей относим как к высшим способностям. И сейчас это называется высшими способностями. И также существами, которые живут, невидимые существа. И этих знаний очень много в сказках, в легендах. Про огромное количество существ, которые живут с нами. Все они существуют, они всегда существовали, но человечество в свое время закрыло эти знания, закрыло эти передачи и обучение этим знаниям. Вот поэтому этот семинар не только о восстановлении своих способностей, слышания, видения, чувствования, но и также восстановлении большой семьи, как на уровне Земли, как на уровне других существ, с которыми мы общаемся. И так мало мест, где люди сохраняют эти знания. И вот красивый пример на Бали,
люди не только хранят эти знания, но у них это естественное состояние слышать, видеть и взаимодействовать с этими со всеми уровнями. Также делать молитвы и практики для разных уровней. Также они спрашивают, допустим, где можно строить что-то. Они спрашивают, какие деревья можно срубить. Они делают ритуалы. Они делают переход. И с большим количеством, помимо божественного сознания, то есть остальных существ, они поддерживают эту связь осознанную. И мы будем на семинаре восстанавливать эти знания, не только знания, но напрямую проводить эти связи, снова с ними знакомиться, снова распознавать различных уровней на различных существах, также очищать наши какие-то вредоносные следы, которые мы могли причинить разным существам, разный вред. И то есть как мы используем ресурсы, как мы используем тело Земли, человечество, то есть очень много приносит вреда, много разрушения. И также всем животным. И, естественно, будет очищение наших кармических следов, как наших, так что, соответственно, мы будем очищать и за наш род, и за человечество. Потому что эти связи разрушены, и человечество много натворило всего. И увидеть то, что я в своей жизни натворила, какой вред я принесла Земле, принес, так же, как и остальным существам, почему также очень много существ могут быть недовольны, разгневаны. Вот. И очистить эти связи, очистить, восстановить эти связи, вывести себя на осознанный уровень. И также в этом семинаре я буду передать практики восстановления световой семьи. Мы все восстанавливаем родовые связи, но мало кто восстанавливает световые семьи. И мы все пришли из разных систем. Мы вроде выглядим как люди, но мы все пришли из разных систем. И потому что сейчас происходит, в принципе, в человеческом теле мало людей. И вот очень хорошо пройти в это состояние, пройти в это видение, в первую очередь увидеть себя, увидеть, откуда ваша душа, кто ваши звездные семьи, установить с ними связь. Потому что мы можем чувствовать эту боль и чувствовать потерянность. Мы вроде бы проживаем с людьми, но ощущение, что я как будто не дома. Я как будто, проживаю что-то, но это не созвучно моей душе, это не созвучно какой-то моей древней глубинной памяти. Там и все, что я вижу, что происходит здесь, это вообще не созвучно. То есть я проживаю какую-то одну историю, но
может быть, интуитивно, на уровне души, что вы помните вообще нечто другое. И то есть есть связь по крови, а есть связь по уровню души и духа. Есть световая связь. Вот. Поэтому будет также восстановление этих связей. И, естественно, через эти практики, способы открывается ваше видение, чувствование, ощущение. Естественно, когда мы проходим это пространство, в первую очередь нам важно взять ответственность за себя, за свою жизнь, за свой путь. Потому что позиция человечества, которое сейчас находится в большей степени детская, либо жертвенная, насильственная, либо подростковая, агрессивная, но не мудрая и не любящая. И увидеть, кто я, увидеть, откуда моя душа пришла, какие мои истинные связи, куда я когда-то уйду. Если действительно, то есть у нас есть знания, у нас есть практики, методы перехода. То есть если мы не восстанавливаем эти знания, способы и практики, то мы остаемся в этих измерениях, потому что мы не знаем, как вернуться в световое пространство. И нам для этого нужно знание, нам для этого нужны способности, возможности и методы. И очень долгий период, когда души застревают на Земле, и мы проживаем, то есть эту жизнь, но ощущение как день сурка. Вот, поэтому это для меня это один из самых красивых семинаров, расширяющих ваше сознание на планетарный уровень, на космический уровень, на зрелый уровень, на уровень ответственный. Не в том, что когда вы цепляетесь за что-то, за кого-то, да, когда вы можете выйти, то есть увидеть себя по-другому, увидеть свое сознание, увидеть свое измерение, увидеть ваши способности души, настоящие способности, и также те планы и ту реализацию, которую на самом деле вы хотели здесь прожить. Не в том, что вы взяли породу, не в том, что вы взяли от страны, не в том, что вы взяли от бессознательного, коллективного уровня человечества. У вас могут быть совершенно другие смыслы и задачи в этом времени. Но если потеряны знания, понимание, как, что и зачем, то есть тогда мы не сможем это реализовать. Тогда мы просто будем бесконечно улучшать что-то в семье, в роду, но там есть просто свой потенциал и своя возможность. То есть, и, может быть, там не стоят тех задач в этом роду, которые стоят, есть задачи вашей души. И что-то можно прожить совместно, и нужно, и важно, как часть человеческого опыта, но что-то, что может совершенно не вмещаться в пространство вашей души. Тогда важно перейти на другой уровень, на другую структуру, на другие способности, возможности реализации. И тем более осознать и увидеть, что же на самом деле я должен, я должна здесь прожить. Но не с позиции ограничения, а с позиции духа или с позиции
светоносного измерения. То есть даже не должен, должна, что я могу, то есть какие мои задачи, какие мои возможности. Но если мы смотрим на себя, как, допустим, на вот ту одежду, что я вот этот человек, я эта женщина, я этот мужчина, я вот этот род или я эта страна, то это всегда будет ограничение. Это всегда будет определенный потолок, что вот здесь, да, вот можно прожить вот это, но больше нет. И о том, чтобы также проживать свой уникальный путь, конечно, нужна смелость и соединение со своим духом. Потому что если мы не выходим на свой дух, мы не сможем это реализовать из позиции личности, из позиции прошлого. Нам нужно выйти на свой световой дух. То есть там, где есть совершенно другого уровня сила, поддержка, ясность. Но чтобы, знаете, как сесть за другого уровня машину, нам нужно вырасти. Конечно, ребенка не посадят за руль. Если мы остаемся в позиции ребенка, естественно, дух не может передать нам те силы, те задачи, которые мы можем воплотить, когда мы соединяемся из другого качества, зрелого качества. И, конечно, в это время, вот в эту событийность, когда нас всех штормит, то есть еще раз, у нас есть возможность либо пройти в совершенно другого порядка силы и возможности, либо трястись со всеми вместе, либо осваивать, знаете, как готовят космонавтов, разные способы, методы, чтобы было хорошее дыхание, сердцебиение, чтобы когда качают, вас не качало, тренируют. Вот, поэтому, то есть вот этот семинар, он в какой-то степени для космонавтов в этом времени, что мы будем уже тренироваться уже в другом состоянии. И у нас нет времени, чтобы мы постепенно тренировались. Вот в этом разница того, что когда я давала этот семинар в прошлом году, и разница этого времени, что нужно будет на других скоростях осваивать способности и возможности. Но раз мы находимся в этом времени, наша душа живет в этом времени, значит, у нас есть совершенно другие потенциальности. Значит, у нас есть эти способности, чтобы прожить в этом времени и чтобы перейти на какие-то совершенно другие свойства, качества и состояния. Иначе бы мы бы здесь не воплотились. Либо мы можем прохлопать эти способности и возможности и время. И тогда нас занесет вот эти все раскрутки, вот эти все движения. Вот, и мы со всеми вместе пойдем проживать вот эти состояния. Но не центрируясь, не приводя в себя, не приводя в свое состояние, просто парализуясь. Поэтому, то есть, сейчас у нас больше-то особо выбора нет. Если раньше был еще выбор, чтобы можно было посидеть, подумать, поспать, или о чем-то помечтать, то сейчас особо выбора нет. Либо мы активно переходим в другие уровни, в другую способность, возможность, либо нас просто будет трясти, и нам будет становиться все хуже, хуже и хуже. Вот, поэтому время быстро взрослеть,
Вспоминать свои высшие способности и вообще способности своего духа и включаться, проживать жизнь на этих скоростях и вот на этой турбулентном времени, которое будет достаточно долгое время. Вот. И еще раз повторяю, что мы здесь все временно, вне зависимости от национальности, уровня или откуда мы пришли. Вопрос, как мы проживаем это время, как мы проживаем эту возможность, и как мы учимся, как мы взрослеем, как мы переходим в свою потенциальность. Вот. Это краткое объяснение предыдущих, следующих семинаров. И еще что тоже по поводу высших способностей. Естественно, мы будем глубоко осваивать работу со временем, вот этими с разными скоростями, разными полярностями. И также будем много работать с практиками изменения прошлых историй, как наших личных, так и то, что происходит на Земле. И, соответственно, переформатируя настоящее и будущее на лучший сценарий, на более гармоничный сценарий для всех существ. Вот. Так что то есть вот эта передача этого семинара для меня это как бы особая передача, то есть которой я могу делиться в этом времени, в этих событийностях. И семинар продолжения по циклам и переходам, восстановлению себя — это 2-3 апреля. А семинар «Высшие способности» — это 13 по 17 апреля. У нас будет по 5 часов с перерывом, маленькие перерывы между практиками и полчаса перерыв в этом цикле во времени дня. Практики будут интенсивные, и, соответственно, также мы будем перестраивать свое тело на другие уровни, на другие способности. И очень важно, чтобы, то есть на этот семинар важно, чтобы у вас было здоровое психическое состояние. То, что ваша психика, она как бы достаточно в здравом состоянии находится, это очень важно. Вот. Если у вас там какие-то, прям совсем сложности, потери и катарсические состояния, то лучше не участвовать в этом семинаре. Вот. Поэтому, пожалуйста, будьте очень внимательны к себе и отнеситесь и к себе, и к этому процессу ответственно, осознанно. То есть если вы не находитесь в достаточно адекватном состоянии, то есть, значит, нужно другие делать практики, процессы по восстановлению системы, регулированию сознания, тела, энергии. Ну что, дорогие, я рассказала вкратце об этих семинарах. Буду рада вас видеть. До следующих встреч.
Я думаю, что то есть я еще, естественно, буду делать просто открытые медитации. Вот. Мы посмотрим, когда будет следующая практика. Думаю, какое-то ближайшее тоже время, что до следующих встреч либо на открытых трансляциях, либо на семинарах, либо в пространстве духа, души, тех, кто может слышать, чувствовать, настраиваться в этом пространстве вместе. Вот. Мира всем, ясности, любви, присутствия и здравия. До следующих встреч.